середины 60-х годов рок-музыка в моей жизни начала занимать все больше и больше места. И для меня она была третьим поворотным пунктом, когда я точно понял, что просто академическим композитором быть в наше время невозможно, то есть не учитывая вот этого опыта. И, в общем, практически все, что я делаю до сих пор, это я учитываю именно этот опыт вот этого диска King Crimson Red. И мы даже играли, уже даже в конце 60-х годов мы пытались там какие-то домашние рок-группы организовывать. Но в 70-е годы с появлением таких групп, как Yes и особенно King Crimson, нечто новое появилось, вот это арт-рок. Даже вот эти великие Битлзы, все-таки их диски состояли из песен. И даже вот это Sgt. Pepper, который уже претендует на некое целое такое-то почти кантата, все-таки это песни. И тут вдруг King Crimson, уже они с первого диска практически заявили о том, что диск это не просто набор неких песен великих и удачных, а это некое единое произведение, это некая композиция, которая даже вот трудно подобрать, что это оратория, кантата, в академической музыке такого нет, но это диск. Моя любимая группа тоже и Yes, и Clue of the Witch, и Fragile, и Relayer, это, по-моему, великие тоже все вещи. Мы тогда любили Gentle Giant, там, ну, всю эту музыку. Мне кажется, что Red во всем этом бульоне замечательном, оно играет примерно такую же роль, как Девятая симфония Бетховена, вот в симфонической литературе. Это, безусловно, такой пик, где вот сконцентрировано вот все лучшее, что может быть сконцентрировано. Здесь, вот, мне кажется, идея King Crimson, она выражена в максимальной степени, во-первых, потому что она очень лаконична, там всего практически 4 вещи, так, да, в общем, на всем диске. Там вот есть уже композиционная закольцованность. И, наконец, там есть вот монолитный, если так можно сказать, парадоксально, монолитный поток лавы. Причем он вот как бы вот действительно магма, лава такая вот, что-то совершенно не членящаяся вот на какие-то вот вещи прекрасные, как там в других дисках. И вот именно, может быть, своей монолитности, потому что это единый поток. И вот мне кажется, я даже не знаю, вот и классических, в академической музыке ничего рядом, по-моему, нет. Сейчас уже 2011 год, а я считаю, что вот в конце 60-х, в начале 70-х годов не было ничего более великого и в академической музыке, включая Шостаковича, Штокхаузена, Булеза, вот все, что писалось, может быть, самая вот величайшая вещь – это Red. Вот тогда мы в студии электронной музыки, и мы тогда это слушали часами, ночами, сходили с ума от этого, и нам казалось, что это больше, чем музыка, что это начало какой-то новой религии. И вот сейчас вот это откровение, вот она звучит, и вот сейчас случится что-то дальше. А дальше ничего вдруг вот не случилось. Дальше появилась вот Абба, допустим. Очень хорошая группа, а у нас там какая-нибудь машина времени. И они спустили это на тормозах. Вот такое явление, как Абба, дискредитирует вот те великие достижения арт-рока, потому что она начала эксплуатировать, раскручивать в эту коммерческую какую-то сторону. Допустим, тоже Роберт Фрип, он как был великий, так он и есть великий. И вот сейчас он приезжал в Москву, поразительное, величайшее явление. Но почему-то того резонанса нет.
того социального, того контекстуального резонанса. Просто это может быть связано с тем, что вот появляются такие вещи, как Абба или там «Машина времени» у нас, да, которые дискредитируют практически вот эти великие достижения. Но дискредитировать рэд, по-моему, невозможно.